Предлагаю вашему вниманию обзор вот такой вязаной игрушки дракончик. Вязала я его по мастер-классу Юлии Басенковой. И хочу вам немножко рассказать, как обзор такой сделать немножко. Я подумала, что не у всех есть возможность и доступ к соцсетям. В прошлом вязовлоге я оставила ссылку на схему вот этого дракончика. Но решила здесь для вас в правом верхнем углу оставить схему для описания. Если вам будет интересно, можете просто нажать на паузу и вязать по схеме. Вот она здесь появилась уже. Вяжите с удовольствием. А пока я вам расскажу об этом дракончике. Вязала я его вот такой ниточкой для крючочка. Расход 130 метров на 30 грамм. Рекомендации по крючку здесь. Крючочек от 1,5 до 2. Я вязала крючком, по-моему, 2,25. Как видите, здесь используются 3 цвета. Вяжется сначала голова вяжется, и потом от головы вяжется туловище, ввязываются ручки, дальше ввязываются ножки и заканчивается вязание хвостиком. Здесь полностью вставлен каркас. Когда отдельно вяжутся ручки, вставляется каркас из проволоки. Отдельно вяжутся ножки, тоже вставляются каркас, поэтому можно их гнуть как угодно. Так же самое и ножки можно гнуть. Вставляется каркас в голову и вот таким образом выводится сюда и соединяется с ручками, потом соединяется с ножками, и остаток каркаса заканчивается здесь. Каркас проволочный, обвязывается он или лейкопластырем, или изолентой, или скотчем, как вам будет удобнее. Я делала это малярным скотчем. Вот посмотрите, я украсила его, дракончика, вот тут взяла такие, может, не очень хорошо видно, реснички, поэтому у меня такая девочка-дракончик, я сказала бы, получилась. Забавная, улыбашка. Ротик тоже ввязывается. Все это видно в описании схемы. Какой же рост этого дракончика? Сейчас мы с вами измеряем. И у нас получается 14 сантиметров. 13,5-14 сантиметров. Мне эта игрушка очень понравилась своей такой милотой, игривостью. Вяжется несложно, но нужен определенный опыт. Схема понятная. Единственная, схему я брала из открытых источников в интернете, там была ошибка в 29 ряду при вязании туловища, я ее исправила. Что еще здесь нужно отметить? В схеме описано, как вяжется вот подобный гребешок. И он не вяжется и пришивается, а он, видите, если я так оттяну, он вяжется сразу полностью к головке. То есть мы начинаем вязание здесь, где глазки у нас, между глазками, и начинаем ввязывать прям. Делаем столбик, потом делаем пышный столбик, подвязываем, пышный столбик, подвязываем, пышный столбик, подвязываем. Таким образом у нас сразу ввязывается вот такая гривка. Вот видите, я так немножко оттяну, чтобы было видно.
крылья тоже описание я записала. Крылья вяжутся 2 крылышка отдельно, тоже они пришиваются потом, видите? Впоследствии пришиваются. Мне было проще сделать. Я сначала гривку ввязала, а потом уже пришивала крылышки. Как на мой взгляд, я пришила крылышки слишком высоко. Мне кажется, что можно их пришить немножко ниже. Но переделывать я уже не стала, потому что мне так хотелось закончить этого малыша дракошу. И поэтому я вот такой вариант сделала. Пожалуйста, если вам понравился такой малыш, вяжите с удовольствием, поставьте лайк за мои труды, подписывайтесь на канал. Буду рада всем новым рукодельницам. Пока-пока.